После перипетий 1917 года судьбу России решила гражданская война. Советская власть установилась потому, что победила Красная Армия. Но вначале это все хотели решить демократическим путем, через учредительное собрание. Тому единственному дню, когда учредительное собрание заседало, скоро телефон пожарной службы, 101 год. Всем большое историческое здрасте, с вами Призрак библиотеки. Как известно, после февральской революции правило Временное правительство. Временным оно было до созыва учредительного собрания. Об этом собрании говорили еще с 1905 года, оглядываясь, например, Великой Французской революцией. Тогда учредительное собрание разработало Конституцию, и в России предполагалось, что оно определит и государственный строй, и разработает ту самую Конституцию, если только до этого не решит, что стране нужно остаться абсолютной монархией. И в 1917 году все революционные месяцы так или иначе прошли под знаком ожидания созыва этого самого учредительного собрания. Но его никак не собирали. Почему? Потому что считали, что в условиях войны, когда так много граждан находится в армии и поэтому не может свободно изъявлять свою волю, избирать такое учредительное собрание нельзя. А войну Временное правительство хотело вести до победного конца. А война многим казалась бесконечной. Казалось, что вот так вот в окопах друг напротив друга за колючей проволокой можно сидеть, пока люди не закончатся. То есть вывод какой? Временное правительство просто не хочет отдавать власть, тянет время до созыва учредительного собрания. По принципу ничего нет более постоянного, чем временное. Большевики подкупили народные массы не только декретами, например, о мире, о земле, которые разом решали насущные вопросы, но и выборами в учредительное собрание, которые они наконец-то провели, в отличие от всех прошлых составов Временного правительства. Но собрание не просто разогнали, там действовали не только грубой силой. Через несколько дней это решение закрепил другой орган народного представительства – Третий съезд Советов солдатских и рабочих депутатов. Большевики и власти захватили, опираясь на решение такого же съезда, только второго, поэтому в глазах многих современников они действовали больше законом, чем силой, по крайней мере, решением народного представительства. Да и повод, по которому распустили собрание, не то что был высосан из пальца. Наибольшее число мест получили эсеры. Эсеры на тот момент окончательно разделились на левых и правых. При этом левые вместе с большевиками входили в Совет народных комиссаров, правые находились к большевикам в абсолютной оппозиции. А на выборах они шли еще единым списком, поэтому избиратели, повторяю, большая часть избирателей, вообще голосовавших, поддержали именно эсеров, не знали, они своим голосом за советскую власть или против советской власти, за левых эсеров или за правых эсеров. Другое дело, что, хорошо, неправильно избрали, значит нужно избрать правильно, нужны новые выборы теперь с двумя отдельными эсеровскими партиями, а вот новых выборов как раз не было. Интересно, что случилось с собранием после разгона, но до этого мы дойдем. Теперь давайте посмотрим на те сутки, когда оно работало. Да, разогнали собрание знаменитой фразой «конвой устал», просьбу расходиться, но это было в 5 часу утра. Заседание продолжалось с утра, и этих матросов никто не менял. А они действительно как манны небесные ждали фразы «Конвой свободен!». Но ведь конвой разогнал только первое заседание. Депутаты договорились о втором в 5 вечера, чтобы чуть-чуть выспаться. А вот когда они явились ко дворцу, тогда уже обнаружили у дверей вооруженную охрану. И вот тогда работа учредительного собрания по-настоящему была закончена. А теперь давайте обратимся к опыту Франции, которой своим учредительным собранием как раз подражала Россия. Кстати, на канале раньше был ролик про тот самый французский пример. В России учредительное собрание покорно разошлось, когда ему приказали. Депутатов, послали, они пошли. В то время как во Франции по-настоящему работа началась после попытки разгона учредительного собрания. Обнаружив закрытые двери, депутаты собрались в зале для игры в мяч и дали знаменитую клятву не расходиться, пока не будет принята Конституция. Вот если бы что-то подобное сделали депутаты в России, их решения очень не хватало в гражданскую войну, белые во многом проиграли из-за абстрактности своих целей. А если бы была, например, Конституция, разработанная учредительным собранием, вокруг нее могли бы объединиться все антибольшевистские силы. Белые очень долго сражались за абстрактные лозунги, то есть вначале нужно успокоение России, а потом в успокоенной стране нужно решить основные вопросы. При этом непонятно, как они будут решены. Зато крестьяне видели, что офицеры, особенно бывшие помещики, отнимают назад полученную в 17-18 году землю.
А ведь возможность собраться снова у депутатов была, и не раз. Ну ладно, предположим, не в контролируемых большевиками городах, но многие белые объявляли себя защитниками учредительного собрания, начиная с добровольческой армии Корнилова. В то время и потом при советской власти любили различные комитеты, ну и, конечно, все помнят КГБ, но для нашего рассказа важнее комитет немножко другой. С июня 1918 года под защитой Чехословацкого корпуса действовал комитет членов Всероссийского учредительного собрания, сокращенно КОМУЧ, то есть депутаты собрания взяли власть. В сентябре того же года они участвовали в заседании Всероссийского временного правительства, которое постановило снова собрать то самое учредительное собрание. Ответ прост. Ни летом, ни осенью 18 года не собралось достаточное количество депутатов. Изначально в КОМУЧе было всего 5 человек. В сентябре решили, что учредительное собрание считается вновь созданным, если заседать начнут хотя бы 250 депутатов. Это из более 700 избранных изначально. Но даже такого количества так и не набралось. При этом и у КОМУЧа, и у Временного Всероссийского правительства была вполне твердая власть. Чехословаки, как иностранцы, не надеялись сами получить власть в России, зато доверяли умеренным левым, из которых состояли вот эти органы. Поэтому опасаться депутатам было в принципе нечего. Возможно, в России просто перестали верить в учредительное собрание, как и в принципе в демократический путь. Может, перестали верить даже сами депутаты? Люди, которые пришли с фронтов Первой мировой, не хотели решать дело большинством голосов. Они хотели его решать в свою пользу. А если ради этого нужно применить насилие, ну что ж, на войне они этому научились. И пусть это мнение меньшинства. Большинство замолчит, если ему как следует пригрозить. Пишите в комментариях, если у вас есть другое объяснение ситуации. Вот этой пассивности депутатов учредительного собрания, которые, по идее, были надеждой всей России. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы новый мир построим.